Здравствуйте, коллеги и зрители канала «Я парикмахер». Я Валентина Миллер, автор проекта Beauty Education и книги «Библия парикмахера-колориста». Приветствую вас! В этом видеоуроке я продемонстрирую технику акваблонд. Это обесцвечивание на мокрые волосы и тонирование в красивый пепельно-розоватый оттенок. Давайте я расскажу, какая была подготовка. Мы вымыли волосы восстанавливающим шампунем. Далее прокондиционировали волосы. И сейчас на мокрые волосы я буду наносить классический осветляющий порошок Lisap Protec с добавлением лисоплекса. Посмотрим на волосы моей модели. Более 50% седых волос в зоне стресса, менее 50% волос на фронтально-теменной зоне и затылочной и височно-боковых зонах. И, собственно говоря, смешали мы осветляющую пудру с 6% оксидантом 1 к 2. Мы начинаем наносить осветляющий продукт, используя силиконовую кисть, потому что когда работаешь с обесцвечиванием прикорневой зоны, силиконовая кисть дает четкое нанесение именно на ту часть волос, на которой необходимо. Я использую тонкие проборы. Отделяю тонкий пробор и наношу с двух сторон. Используя двустороннее нанесение, таким образом я хорошо пропитываю прядь волос. Почему я использую в этом случае технику акваблонд? Первое. Если углубиться в историю окрашивания нашей модели, после последнего обесцвечивания мною полгода назад техники акваблонд, мы с моделью сделали, так сказать, перерыв, и модель дома самостоятельно окрашивала осветляющим красителем. То есть это дает разницу в фонах осветления. Вы видите, что есть разница в фонах осветления по длине и в прикорневой зоне. Техника акваблонд, несмотря на все ее технологические нарушения, создает более мягкий подход к обесцвечиванию, и кожа головы более комфортно чувствует модель, в контакте с кожей головы обесцвечивания. Плюс идет мягкое воздействие на само полотно волос. Естественно, когда вы нарушаете технологию, прежде чем нарушать технологию, вы должны знать хорошо саму технологию использования продукта, которым работаете. И, естественно, не экспериментировать на клиенте, только на добровольце, либо на манекен голове. И оцените, взвесить ситуацию, с которой вы сталкиваетесь, чтобы уже к клиенту подойти, так сказать, подготовленным и знать, чтобы нести ответственность за результат, какой он будет. Если у вашей клиентки более 50% седых волос, и она хочет оттенок блонд 10 либо 11 уровня глубины тона, здесь важно сначала обесцветить волосы и уже потом затонировать. Потому что седые волосы, если сразу же начать тонировать красителем 10 либо 11 уровня глубины тона, пигментация этого красителя просто может не хватить. Поэтому и седина не закрасится, и полноценного оттенка вы не получите. Будет ли клиентка довольна результатом? Не уверена. Наносите с первого раза достаточное количество осветляющего продукта. Проконтролировать количество осветляющего продукта можно следующим образом. Давайте посмотрим и акцентируем, точнее даже внимание на то, как я медленно наношу осветляющий продукт. Я взяла 1 сантиметр осветляющего состава. Посмотрите, я плоско держу кисть, и я не давлю сразу же на нее. Основное количество осветляющего состава попадает на прикорневую часть, и дальше я плавно кладу кисть и растягиваю осветляющий продукт. Также стоит обратить внимание на то, что я держу прядь практически в воздухе, и в момент нанесения я плавно кладу ее. То есть я сразу же не перекидываю прядь, чтобы она у меня не пропиталась, и там, где уже обесцвечены волосы, а именно 5 сантиметров, они у нас такие желтые, и дальше уже идет более чистый фон осветления от обесцвечивающего состава. Если я сразу же перекину и надавлю на прядь, у меня обесцвечивающий состав попадет именно на ту зону, где уже волос обесцвечен, тем самым даст вот эту белую полосу, которая так
неравномерно ложится потом тонирующий состав. Поэтому постепенно, вот держите прядь в натяжении и постепенно накладывайте осветляющий состав. И только потом кладите в свободном объеме. В моей модели так активно идет выпадение волос, потому что не так давно была операция, и наркоз делает свое дело. Когда ваша клиентка сообщает вам, либо вы, например, впервые, мы с моей клиенткой, у нас высокий уровень доверия, и она мне рассказывает, она не стесняется, да, рассказывать о каких-то личных вещах. Но если вы впервые видите человека, то важно перед тем, как устроить такой контакт с кожей головы, все-таки, да, с любым химикатом, каким бы ласковым порошок не был по отношению к волосам и коже головы, каких бы вам, ну, там, сказок не рассказывали, все равно мы работаем с живыми людьми, мы красим людей, а не волосы. И очень важно сделать правильную диагностику. Особенно, повторюсь, когда вы видите человека впервые. То есть продиагностировали состояние кожи головы, узнали, не принимала ли она каких-то сильнодействующих препаратов, например, противовирусных. Вот. Потом, например, мало кто обращает внимание, и ну, понятно, что о таких вещах не говорят вслух, но все мы люди, все мы человеки. Как, например, ну, ВИЧ-инфицированные люди, они проходят регулярную, да, терапию, что тоже может негативно сказаться, например, на качестве волос и кожи головы. Вот. Или, например, вирусы герпеса, да, также терапию проходит, это побочный эффект этих лекарств на организм человека, это выпадение волос. Я, конечно, не врач, я парикмахер, но я говорю исключительно из своей собственной практики, поэтому здесь предупредите клиента, что такое бывает от воздействия медикаментов на волосы, и порошок, но он никак не может усугубить ситуацию. Важно проинформировать, что если клиентка принимает медикаменты, то это прежде всего от медикаментов, ну, чтобы вы, так сказать, лишним, да, не были. Потому что, повторюсь, все мы люди, да, и мы живем в окружающей среде, и здесь очень важно плотно коммуницировать с клиентом. Потом, например, когда вы кардинально меняете цвет с помощью обесцвечивающего препарата, предположим, делаете какие-то блондирующие смывки, здесь также важно подписывать с вашим клиентом письменный договор о том, что претензий к результату она не имеет, потому что, ну, расскажите ей, опять же, не пойте ей сказки, что все будет замечательно, что бывает всякое, и даже во время обесцвечивания волос бывает, случается аллергия у клиента, а он об этом не знает. То есть здесь нужно как можно больше разделить эту ответственность пополам. А в целом, если вы уже с клиенткой работаете не первый день, да, все равно здесь, повторюсь, всякое бывает. Нужно проговаривать нюансы и быть открытым и честным прежде всего с вашим клиентом и выстраивать высокий уровень доверия. Смотрите, я продолжаю. Сейчас я хочу поделиться впечатлениями об осветляющем продукте. Хочу сказать, что с момента нашего первого знакомства с брендом Лесап Милано, вы даже можете посмотреть видеоурок на моем канале Расческа ТВ, во-первых, визуально продукт очень сильно изменился, и содержимое тоже. И мне очень импонирует то, что мы добавили Лисаплекс. Да, это, собственно говоря, новое поколение плексов, что значительно смягчает консистенцию и защищает волосы во время обесцвечивания. Что же касается моего эмоционального составляющего, с продуктом работать очень приятно. Идет легкий косметический аромат, такой цветочный. Сам порошок не пылит, очень достаточно комфортно работать. Ну и давайте спросим у нашей модели, щипит ли ей кожу головы. Лена? Очень тепло. Клиентка достаточно комфортно себя чувствует. Это самое главное, что кожа головы, да, дискомфорта нет абсолютно. Потому что, когда идет дискомфорт, например, сильное жжение, да, то нужно продукт смыть. Здесь я, конечно же, контролирую процесс визуально, как себя ведет кожа головы, вот, и выдерживаю, собственно говоря, все пропорции, которые рекомендует технолог. Если вам хочется узнать больше о продукте, конечно же, интересуйтесь у технологов бренда. Это будет наиболее, как сказать, корректно.
Дорогие коллеги, знаете, на что хочу обратить внимание, так как я в прошлом тоже технолог разных брендов. Какую частую ошибку допускают парикмахеры? Запомните, кожа головы – это продолжение кожи лица. И за ней также надо ухаживать, как и за кожей лица. От состояния кожи головы зависит состояние кожи вашего лица. Посмотрите на меня, мне 40, ни одного укола красоты. Я увлажняю кожу головы, увлажняю кожу лица. Выгляжу превосходно, но, во всяком случае, мне так говорят, особенно женщины. И на что я хочу обратить внимание? Когда вы работаете с обесцвечивающими препаратами, очень важно выдерживать краевую линию роста волос. Край, все, дальше нельзя. Поверьте, за 5 минут до того, как смывать, когда вы нанесете на пушковые волосы обесцвечивающий препарат, ему хватит этого времени, чтобы обесцветить эти тонкие, маленькие пушковые волосы, которые так-то живут недолго. Поэтому не нужно залазить сюда, потому что клиентка просит. Я заканчиваю нанесение, и потом сделаю еще один лайфхак, который, я уверена, будет использовать каждый из вас, поэтому досматривайте это видео до конца. Коллеги, как я и обещала, давайте я вам расскажу один лайфхак. Я беру многофункциональный спрей Lissab Ultimate, и сейчас на вот эти кусочки обесцвеченных ранее давным-давно волос я наношу этот увлажняющий спрей. Что произойдет? Произойдет то, что если вдруг осветляющий состав захочет у нас чуть-чуть вырасти от тепла кожи головы, он не двинется дальше этого места и защитит волосы, ранее обесцвеченные, от повреждения. Прям вот так аккуратненько наношу, прям не боюсь заходить на осветляющий состав. Это совершенно никак не помешает обесцвечивающему процессу. Можете взять руки, допустим, расческу и вот так, перпендикулярно прядь волос, слегка прочесать ее. Можете это делать без расчески. Поверьте, такая мелкодисперсное такое распределение проникнет во влажные волосы. Плюс в том, что мы с вами обесцвечиваем на мокрые волосы, и спрей очень легко проникает. Такой приятный цветочный, опять же, аромат. Время выдержки мы засекаем с момента нанесения на заключительную прядь обесцвечивающего состава. Прядь от лица поднимаете, чтобы клиенту не попал спрей на кожу лица. Смотрите, после того, как я закончила наносить увлажняющий многофункциональный спрей, мы засекаем время выдержки, но засекли мы еще время выдержки тогда, когда нанесли осветляющий состав на заключительную прядь. Среднее время выдержки осветляющих продуктов до 50 минут. После того, как мы завершим время выдержки, мы будем смывать осветляющий состав сначала водой, далее согласно технологии. И для того, чтобы защитить кожу головы, так как в любом случае микроповреждения будут, это достаточно, обесцвечивание, достаточно такой процесс высокощелочной, и чтобы привести pH, баланс кожи головы в норму, мы нанесем продукт Keroplant Natural на кожу головы, прямо непосредственно перед тонированием. Итак, время выдержки закончилось, осветляющий состав мы смыли. Давайте посмотрим на качество кожи головы после обесцвечивания. Насколько светлая кожа головы, абсолютно без всякого раздражения. И давайте посмотрим на фон осветления, насколько он чистый, качество волос. И сейчас, так как в любом случае было воздействие осветляющего препарата в контакте с кожей головы, мы нанесем Keroplant Natural на кожу головы перед тонированием. Таким образом, я буду, так сказать, это мне больше такая, как сказать, безопасность для меня, снятие некой ответственности за состояние кожи головы. Потому что в любом случае, двойное нанесение препаратов, какие бы ни были щадящие, в любом случае позаботимся о нашем клиенте и о коже головы.
Ну и, знаете, к этому в идеале относиться как к части сервиса. Потому что когда вы заботитесь о клиенте, предоставляете дополнительный сервис, то уровень доверия клиента к вам больше возрастает, и плюс дополнительный массаж, да, кожи головы, дополнительный рассказ о заботе кожи головы, что кожа головы – это продолжение кожи лица. Сейчас для того, чтобы волосы легче расчесывались и, конечно же, чтобы равномернее лег краситель, мы нанесем Lissap Ultimate спрей увлажняющий, который я использовала уже по длине. Это мультифункциональный спрей, я его так называю. Он не только увлажняет волосы, является и, в принципе, его можно использовать как термозащиту. И, конечно же, распределим равномерно продукт по волосам. Ну что ж, мы приступаем к тонированию. Посмотрите, у нас какой красивый металлический краситель, который так и называется Lissap Milano. Lissaplex он называется, металлик, да, это серия металлик оттенков, и огромный плюс в том, что у него не содержится натуральной базы, то есть, по сути, это уже готовые пастельные такие нюансы тонирования для блондинок, потому что, ну, блондинки, да, когда хотят действительно быть блондинками и без всяких каких-то коричневых оттенков либо подоттенков, расстраиваются, когда тон уходит в затемнение. Здесь, когда я впервые попробовала на себе этот краситель, то я, конечно же, убедилась в том, что чистый оттенок и без натуральной базы, и оттенок такой прям прозрачный, знаете. И самое интересное, что это никак не влияет на стойкость красителя. То есть в связи с тем, что краситель с большим количеством ухода, по моим ощущениям, волосы после него шелковистые, мягкие, он держится на волосах достаточно долго, несмотря на то, что это оттенок блонд, и многие блондинки, да, бич многих блондинок в том, что краситель быстро смывается. Здесь же как раз-таки стойкость цвета присутствует. Мы смешали два оттенка, розовый и перламутровый. Перламутрового 2 части, розового 1 часть. Быстро, благодаря радиальным линиям, мы наносим, я наношу всегда на мокрые волосы, работая с блондинками, в частности, когда себя окрашиваю, да, когда мне волосы окрашивают, и когда моделям окрашиваю. И, ну, на мой взгляд, это на стойкость не влияет, но здесь уже ищите свою комфортную позицию, как вам нравится больше. На мой взгляд, что и краситель равномерно распределяется, и, собственно говоря, судя по количеству раз мытья, стойкость все-таки присутствует. Сначала наношу на прикорневую секцию. По длине расчесываю обязательно, для того, чтобы равномерно распределить продукт по волосам. И приступаю к нанесению уже следующей секции. Теперь я сразу же приступаю к нанесению красящей смеси по длине. Смотрите, благодаря спрею увлажнителю у меня очень хорошо расчесываются волосы моей модели, что обеспечивает легкость нанесения продукта и расчесывания, распределения его по длине волос. Время выдержки этого продукта на волосах 15-20 минут. Мы посидим все 20 минут, после чего снова выполним эмульгацию и, конечно, используем технические шампуни Color Care. Коллеги, посмотрите, какой у нас клюквенный зефир получился. Вот этот краситель Lissap Metallic, посмотрите, он прям, то, что нет уровня глубины тона, вот он прям нежнятина. Ну, это рай, по-моему, для блондинки, получить чистейший блонд. Ну, а благодаря, конечно, палитре оттенков вы можете создавать абсолютно любые оттенки блонд и смешивать их между собой. Здесь уже как ваша творческая фантазия позволит. С вами была я, Валентина Миллер. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующих видео на канале Я Парикмахер. Пока-пока.